Начинай ты. Ну, я приветствую зрителей нашего канала. Можно сказать, у нас не очередной выход. У нас экстренный выпуск. Экстренный просто. Экстренный выпуск, поскольку сегодня Алексея объявили Международный розыск. Международный розыск, да? Я вот поймал, можно сказать. А какой-нибудь назначили за тебя какой-нибудь? Я тоже говорю, надо было, я говорю, назначили какую-то награду. Раньше же писали, wanted, да, писали да. Награду. Да. Очень смешная ситуация, конечно, с этим международным розыском, потому что началась эта история, когда я летел в Сан-Франциско с дочерью, и меня завели на меня уголовное дело, когда я находился в воздухе. И когда мы приземлились, после этого дикого перелета товарищ, который меня встречал, сказал: Леш, ты знаешь, что на тебя завели уголовное дело по оправданию терроризма, и в твоей квартире обыск? Я говорю: в какой моей квартире? У меня нет никаких квартир. В твоей однокомнатной квартире обыск. Я говорю: у меня нет никаких однокомнатных квартир. И приехали домой, у меня появился Wi-Fi, мне посыпались сообщения от всех. И я пошел спать. Угу. Проснулся, открываю новости и вижу, что это не желтая пресса, а серьезные издания. «Медуза», да. Там «Дождь», там все. И я думаю, ну раз они, то значит точно. И мы только все отметили это дело, что на меня завели уголовное дело, только все порадовались, совершенно случайно встретили Ходорковского. Прям вот я прилетел, и вот на следующий день мы едем на мероприятие Ходорковскому. Я говорю: а на меня завели Михаил Борисович говорит: welcome to the club. Я говорю: теперь ты... Я говорю: окей. Ну и, в общем, прилетаем сюда, проходит буквально несколько дней, и вот сегодня с утра... Между первой и второй промежуток небольшой. Леш, ну ты себя береги, столько торжественных моментов как-то... Меня уже сразу начали... Через 11 минут после того, как эта новость появилась в ленте, начали звонить все. И журналисты, и знакомые, и просто незнакомые, и все начали поздравлять, и до сих пор как Новый год, знаешь. Вот мне до сих пор звонят: ты знаешь? Я говорю: да уже все знают. Слушай, ну, по-моему, это ты уже, по-моему, у меня на канале выступил, что какого-то 11-го, то ли октября, по-моему. Как-то медленно. Я точно знаю, что у тебя на канале мы говорили. Я это и без тебя в соцсетях уже по поводу Крымского моста все сказал. Я не претендую, я про другое вообще хочу сказать. Что долго они тянули. У них не было разнарядки на эту статью. Они все это время отрабатывали, видимо, другую статью. Они отрабатывали там дискредитация российской армии, неуважение там, к Путину или еще что-то. А сейчас, видимо, это пошла новая история. Терроризм, экстремизм. Не, ну смотри, вот если это было 11 октября, а сейчас конец мая, да. Это больше, чем полгода. За это время ведь много событий случилось. Во-первых, самого Путина, насколько я помню, объявили в розыск за похищение детей, да? А вы с ним даже соревнуетесь по ньюсмейкерству. Ну, ты обгоняешь это, так сказать. Вот. Но он просто за счет того, что его раньше объявили, ну, и статья-то у него посерьезнее, прямо скажем. Да. Да и, в общем, и поводов-то побольше, если так быть честно. Вот. И вообще много торжественных событий за это время. Тебя же, собственно говоря, за Крымский мост, можно сказать, притянули, да? А за это время Кремль бомбили. Хотя очень странно, что только Крымский мост. Я с начала войны столько всего сказал. Все стали иноагентами, всех оштрафовали, всех посадили. Ты минул это. Меня никак. Ты иноагентство минул, тебя сразу назначили, можно сказать, альтер-эго, да, Путина. Слушай, а ведь еще сегодня, значит, в честь того, что тебя объявили розыск, зашел добровольческий корпус на территории Белгорода. Да, вот понимаешь, я так был занят собой, что только от тебя узнал эту историю. Я обычно как-то за новостями слежу, а сейчас видишь, добровольческий корпус — это что такое? Это россияне. Это российские граждане, да, которые вооружены сопротивлением. Я могу сказать, что я рад, что добровольческий корпус зашел на территорию Белгорода. Теперь какую мне статью они за это измене Родине? Уже сложно. Измене Родине. Геноцид русского народа. Уже сложно. Следующая статья до тебя дойдет еще через полгода. За это время там уже, понимаешь, там уже там их всех повесят, понимаешь, там уже кого-нибудь там дефлорируют прямо на красном. Еще за это время какие-то люди, там одно войсковое соединение обещало очень жестко надругаться над другим войсковым соединением
Ну, в общем, там жесть какая-то. За эти полгода, в общем, ты можешь считать вот то, что ты там что-то про Крымский мост, это ерунда какая-то. Я проскочил, Там- эти там видишь, нет- дискредитацию российской армии. Там некто Пригожин, но не путай его с нет, мужем Валерией. Того козла я хорошо Да, знаю. он сказал, что дедушка мудак. Я подозреваю, что тот самый дедушка, который тоже ньюсмейкер. Как и ты. Вот. И обещал, значит, а еще потом он попутно обещал, значит, выебать в жопу там Шойгу, Герасимова и всех генералов. Ну, депутатов там, ну, в общем, всех. Вот это вот отставание юстиции в какой-то момент может привести, что какие-то еще ньюсмейкеры выбьются, кроме тебя и Путина, но тебя все-таки вряд ли они, конечно, это самое. И когда через следующий год тебе назначат измену Родине, в этот момент уже, я думаю, что уже большая часть этих эффективных менеджеров. Вообще, какой вообще? Вот мы вот что-то пытаемся острить. Вот ты подумай. Они там живут в России. У них, значит, начальник под статьей похищения детей. У них входят, значит, корпуса добровольческие повстанцев на территорию Белгорода. Бомбят Кремль, понимаешь? Какие-то военные, одни военных обещают дефлорировать других военных в сети. Понимаешь? А так все нормально, все у них идет по плану. И тебя, понимаешь, лауреаты государственной премии... Которому сам Путин вручал государственную Да, премию. лауреаты государственной премии объявляются покровителями или как там, пособниками пособниками. террористов, да? Оправдателем. Да. Там все выдающиеся музыканты-инагенты, начальник, значит, это сам потеряет детей, и они все сидят, им уже зашибись, вот объясни мне. А я могу тебе сказать, что... Коллеги наши сидят. Самое интересное, что вот Понимаешь? в России выходят люди, задают вопросы, они обвиняют во всем американцев. Я сейчас вернулся из Америки. Во-первых, это вообще другая планета. Где там Европа? Они живут сами по себе. И глубоко плевать они хотели на то, что происходит не то, что в России, даже в Европе. Они живут своей жизнью. Никто из американцев никого не хочет захватывать. Они занимаются Они своей... даже не очень знают, где это. Ты даже не представляешь, какой там уровень вообще всего. Я представляю. Я когда оказался на Universal Studio, я понял, что вся наша вот кинематограф это такая тараканья возня по сравнению с голливудским производством, продакшеном. Вообще, что там происходит? Это какой-то другой уровень совершенно. Слушай, блин, наш кинематограф даже по сравнению с таким чешским или латышским кинематографом таракани возня, они там все сидят, знаешь, с мыслями, где же мне еще столько платить-то будут, понимаешь? Или жопу лижут кому-нибудь, знаешь, там тебя жопу полижут, то и лижут. Потом перескочили, следующие лижут. И, знаешь, уже сидеют в таком состоянии, сгарбливаться начинают. И думают, где же мне еще такому мудаку-то платить будут? Я же нихуя не умею. А работаю в кинематографе. Здесь софиты, здесь девки красивые. Мне еще бабки за это платят, а я же... Ром, это труба. я снялся, мы с Александром Шотчиком, теннисяным режиссером встречались в Лос-Анджелесе. Шуры. Да. Да. И мы с ним как Шура, раз, привет. мы как раз с ним смотрели, сколько у меня фильмов. Есть такой сайт специальный про всех кинематографистов. Я не помню, как он называется, я о нем не слышал, оказывается, его знают все. И там, ну, как про каждого, сколько фильмов, там какой год, там у кого снимался, то есть все. Там у меня заявлено 76, по-моему, хотя я знаю, что у меня больше. Ну, о чем смысл? Я снялся огромное количество фильмов. Я был на разных съемочных площадках. Я в Universal Studio, это не аттракцион, это павильон, где, ну, как его, там это возят людей, тебя на автобусе завозят. Я увидел, как это первый раз в жизни, оказывается, как это налетит, как вот в кино летит на тебя взрыв, и на тебя летит поезд, когда он вот так боком выскакивает на платформу, и вот так на тебя несется, а с этой стороны вдруг идет туннель и поток воды. Это было немножко в таком небольшом масштабе, но я теперь понял, как это снимается. Я даже себе представить не мог. Я думал, как же это снимается? Оказывается, это специально подготовленные такие штуки, которые по команде просто вум, вум, бум. Что-то землетрясение какое-то. И все это на таком техническом уровне, который я за 20 лет в кино ни разу в жизни не видел. Нет, я снимал в Универсале, у меня там было 2 съемочных дня на самой студии, и в Лос-Анджелесе у меня было 20 съемочных. Вот это вот жалкое наше мосфильмовское, вот это вот искусственный город, декорации, выстроенный город под старину, вот эта вот площадка, куда возят туристов. Я увидел выстроенные куски, ну, кварталы Нью-Йорка. А ты знаешь, сколько стоит там снимать? $10 000 там стоит. Но это было
В 2004 году я там снимал. Но сейчас, наверное, подороже немножко. Но 10 тысяч долларов ты входишь в декорацию и снимаешь, снимаешь декорацию. Очень круто. И я к чему? Я просто... Нам надо как-то закрутиться. Я под впечатлением от Америки. Если нас будут смотреть люди, которые к нам хорошо, прилично относятся, но если вдруг нас будут смотреть люди, которые все-таки за этого дедушку и за букву Z, я вам хочу сказать. Я вам не скажу за Байдена, но за американцев я могу вам сказать. Никто из американцев вас захватывать не хочет. Вы нафиг никому не нужны. Но если будете выебываться, то пизды вам дадут крепкой. Там ребята серьезные. Это я тоже заметил. То есть вообще нифига не шутит. Ну и, в общем, что бы мы могли пожелать, в первую очередь, добровольческого корпуса, если так уж совпало. Я хочу пожелать добровольческому корпусу, чтобы они наказали тех людей, которые убивают людей в Украине. Более того, у меня сегодня, на полном серьезе, 2 человека спросили, дочка и еще 1 человек. А они до Москвы дойдут? То есть в этом уже никакого сомнений никаких нет. Только что уже сегодня. Ну, понимаешь, они бы дошли бы до Москвы, у меня в этом нет никаких сомнений, тем более, что к ним присоединялись бы еще. Присоединилось бы много желающих, но просто еще Украина не до конца очищена. Я думаю, сейчас Украину дочистят, а в Москву, к сожалению, я думаю, не пойдут. Скажут, сами там разбирайтесь. И эти как бы там будет вариться. Ты вообще в России собираешься? Да, завтра прям билет куплю и поеду. Ну, у тебя сухариков насос. Да. Ну, хорошо. В общем, ждите Лешу в России. Встречайте, можно сказать. Как говорится... Я выложу у себя в Инстаграме. Что? Через какую границу я буду переходить. Да. И да, тут придут, там тебя будут встречать. Ну все, у нас будет короткий выпуск, да, мы не будем никому Good luck. передать. Да. Guys. Это на каком языке говоришь? На английском. На иностранных языках говоришь? Ну все. Yes, I do. Учите иностранные языки. Пока там ваши дедушки вымрут, пока их всех перевешивают. Даже если завтра начнут дедушек вешать, так это еще только этот процесс несколько лет займет. Поэтому не теряйте время, учите иностранные языки. Все, на этой оптимистической ноте закончим.